Дневник неизвестного армянского солдата, 13 июня 1920 года, город Дилижан. После долгого перерыва опять беру в руки ручку, в то время, когда маленькая Армения переживает свои самые опасные и судьбоносные мгновения. С одной стороны, мятеж внутри страны. С другой стороны, опасность с севера и юга, а с третьей – неудачное решение нашего вопроса в Сан-Ремо. Все эти проблемы перемешались между собой и разладили государственную жизнь. Я считаюсь одним из самых счастливых и одновременно самым несчастным писателем новейшей армянской литературы, которому выпала возможность беспристрастно записать все те события, которые происходят в жизни страны и, в частности, на фронте. Я сейчас штабной солдат 4-й бригады армии Республики Армения, наш командир, знаменитый герой Сипух. Будучи военным, этот человек в то же время является большим ценителем литературы и искусства, черта, которая отсутствует у других наших героев. Ровно 2 месяца назад, по причине моей беспечности, пользуясь своей броней, но не имея при себе документов, во время призыва я был арестован и как дезертир вместе с настоящими дезертирами отправлен из Еревана в Игдыр, где занимала позиции 4-я бригада, в которую я был направлен. Конечно, мне как сознательному гражданину причиняло боль то обстоятельство, что меня принимают за дезертира, но меня подбадривало то, что все, начиная с военачальников и министров и до рядовых граждан, знали, что я освобожден от призыва по броне. Хотя факт остается фактом, у меня не было соответствующих документов, несмотря на предупреждения со стороны властей. Следовательно, я был дезертиром в прямом смысле слова. И эти лишения меня радовали. Когда командир Сипух меня увидел, то от удивления воскликнул: «Наконец-то государство опомнилось, и интеллигенцию посылают на фронт». Когда я рассказал о своих злоключениях, он улыбнулся и сказал: «Опять простые люди страдают, тогда как дети богатых и ловкие подлецы, называющие себя интеллигенцией, число которых сопоставимо с нашей армией, пользуясь законом о броне, фальшивыми документами, освобождаются от призыва. Необходимо отменить закон о броне, который в настоящее время губителен для нашей страны». Вечером я ужинал с Сипухом. За столом также присутствовали начальник штаба и мой близкий друг, западный армянин, офицер Грикор Амирян, телохранитель и советник командира Степан Цахикян и корнет Пета Катунян. Последний недавно прибыл в нашу армию из выброшенной в Черное море армии Деникина. С трудом, но ему удалось по Кавказской военной дороге пересечь грузинскую границу и доскакать до Игдыра на своем верном коне. Последнее для нашей бригады особенно важно, поскольку у нас большой недостаток в кавалерии. Этот факт, может быть, вызовет улыбку у наших потомков, но так обстояли дела. Разговор зашел об укреплении нашего государства и о военном призыве. Все мы пришли к выводу, что в первую очередь необходимо распустить парламент и изолировать депутатов от народа и армии, а также усилить призывную кампанию. В противном случае нам не удастся сохранить нашу свободу и независимость. После сказанного все, кроме меня и Пета, загадочно переглянулись, а Сипух улыбнулся. Потом только выяснилось, что уже несколько месяцев как Сипух и его штаб задумали осуществить все это с помощью оружия. Со стороны Сипуха были даже отправлены несколько писем с предложениями к руководству страны, которые до сих пор остались без ответа. По словам Цахикяна, это послужило причиной ужесточения призыва, что среди первых почувствовал на себе я. Я уже упоминал, что в нашей бригаде было очень мало лошадей, поэтому Сипух прилагал все усилия, чтобы восполнить этот недостаток. Правительство не могло удовлетворить наши потребности, ибо борьба за существование в Карабахе и Зангезуре поглощала все внимание и требовала новых затрат. Окончательно потеряв надежду на помощь со стороны государства, Сипух решил отправить корнета Пета и меня в Тбилиси, Батуми и Сухуми для сбора денег и закупки лошадей в Батуми. «В любом случае, — сказал Сипух, когда давал нам последние наставления, —
Если ваша миссия пройдет неудачно, жители Батуми должны купить нашей бригаде один автомобиль, потому что они мне много чего обещали, но до сих пор ничего не сделали. Нам дали 1 месяц, после чего мы должны были быстро вернуться. 7 апреля я и Пета выехали из Игдыра и были в Тбилиси на следующий день после Пасхи. За 1,5 месяца мы выполнили возложенные на нас поручения и вернулись в Дилижан, куда Сипух приехал, чтобы подавить мятеж. Будучи в Грузии, мы слышали о мятеже, и нам было очень больно, потому что если бы мятежники победили, то мы могли бы все потерять. Свидетели рассказывают, что если бы не отряд Сипуха, мы могли бы безвозвратно лишиться нашего государства. В подавлении восстания большевиков большую роль сыграли крестьяне и западные армяне. Это обстоятельство показывает, что не так-то легко у свободного и независимого народа отнять власть и навязать ему кардинально иные советские порядки.